Привет, друзья! Задумывались ли вы когда-нибудь, что именно эмоции управляют вашей судьбой? Иногда какие-то мелкие незначительные события, а иногда большие грандиозные повороты судьбы. Именно эмоции пишут вашу судьбу, и иногда без вашего ведома. Представьте себе такую картину, что наш мир, окружающая действительность, это экран, а наши эмоции – это пульт дистанционного управления. И, соответственно, каждая эмоция, которая проявляется в нашей жизни, будь то страх, агрессия, злость, радость, вдохновение, любовь, они, собственно, и провоцируют определенные события. Иногда они появляются, иногда исчезают. Таким образом пишется наша судьба. А мы даже не в курсе, что мы держим в руках этот всемогущий пульт, которым большинство из нас до сих пор так и не научились управлять, до сих пор так и не поняли ту великую мощь и силу, которая заложена в нас же самих, а в частности в наших эмоциях. Меня зовут Кейт Фрай, я являюсь психологом, философом, коучем и трансформационным ментором. И в частности, я помогаю людям выходить на новые уровни, осознавать их силу, цели, предназначение, осознавать их великую роль Творца в своей собственной жизни и делать конкретные шаги для того, чтобы их мечты и их идеальный сценарий жизни становился реальностью. И сегодня в этом видео мы разберем, почему и каким образом наши эмоции формируют нашу реальность. Это не мистика, не эзотерика, это нейронаука, психология и биология нашего мозга. Обязательно досматривайте это видео до конца, ведь именно в конце я вам дам одну сверхмощную технику, которая, собственно, и покажет нам, каким же образом нам правильно запрограммировать наш мозг, какие правильные инструкции нам нужно ему дать для того, чтобы наши цели легко, красиво и стратегически реализовывались. И, друзья, я бы хотела вам сделать подарок. В рамках этого видео лучший комментарий получит подарок. Это индивидуальная сессия, разбор от меня лично. Разумеется, абсолютно бесплатно. Лучший комментарий, который отрезонирует мне больше всего на тему эмоций и на тему, что же происходит в нашей жизни в соответствии с этими эмоциями. Я очень рада с вами лично познакомиться, поэтому прямо сейчас подписывайтесь, пожалуйста, на канал для того, чтобы вы не пропустили ответ на ваш комментарий. Итак, поехали! В чем же загадка? В чем секрет? Почему именно эмоции являются доминирующим фактором в создании тех или иных событий в нашей жизни, в реализации или не реализации наших целей, мечт и стремлений? Кто-то идет вперед, кто-то остается на месте. На самом деле вся загвоздка в мозге. В частности, система, которая называется ретикулярно активирующая система. Мы можем представить наш мозг как такую систему грандиозных фильтров. И, собственно, мы ответственны за то, какие фильтры в нашем мозге присутствуют. Вы только вообразите, наш мозг обрабатывает примерно 11 миллионов бит информации в секунду, но осознанно до нас доходит только 40-50 бит. Наш мозг буквально отфильтровывает все. 99,9% просто уходит как мусор. Вы только вообразите, что остается вместе с нами только настолько ничтожная часть информации. Так кто же ответственен за ту информацию, которую мы получили? А ответственен за эту информацию – это, собственно, наш, иногда даже неосознанный выбор. Это наш эмоциональное состояние, которое отвечает за то, что мы хотим или то, что мы не хотим. То есть здесь мы можем вообразить следующее. Иногда вы ставите себе какую-то цель или просто мечтаете об этом. Ну, то есть я бы хотела дом, например, машину, но в какой-то момент вы живете своей жизнью и живете. То есть это такая мечта из позиции «было бы хорошо, но в принципе как-то же живу сейчас». А многие прикладывают достаточно много усилий, прямо хотят, прям визуализируют, медитируют, делают все возможное, но эта мечта никак не становится ближе. И секрет здесь именно в этом эмоциональном насыщении,
значит, эта мечта для нас не является стратегической, не является жизненно важной. То есть мы можем жить и без этого, и наш мозг спокойно живет без этого. Нам это не нужно, потому что эмоционально эта история не окрашена. А сейчас для контраста я хочу вам привести абсолютно другую историю. Вообразим, что вы узнаете, что кто-то из ваших родственников заболевает раком. И вы начинаете думать: нет, со мной такого точно не произойдет. Нет, я абсолютно здорова, все хорошо. На всякий случай, может быть, следует обследоваться. Эти мысли как-то не дают вам покоя. Вы на следующий день думаете: дайте-ка я почитаю, может быть, какую-то дополнительную информацию, может быть, есть какие-то витамины, добавки. Потом вы идете, встречаетесь с какими-то близкими, коллегами на работе, вам начинает кто-то рассказывать про рак. То есть вдруг внезапно у вас возникает такого своего рода воронка, когда вы начинаете вот эту информацию, как будто бы она сама вас находит. И знаете, что может произойти? В психологии это называется эффектом самореализующегося пророчества. И знаете почему? Потому что этот event, это событие, оно заряжено эмоционально и заряжено очень сильно. Потому что оно состоит из эмоций страха. Понимаете здесь разницу? То есть, когда вы думаете: ой, я хотела бы побольше квартиру или там другой дом, там нету эмоций. Оно было бы хорошо, но я живу сегодняшней жизнью. А вдруг случается вот какая-то такая ситуация, например, я только что вам привела, и у вас начинает активироваться целый комплекс эмоций. И, собственно, этот комплекс эмоций и начинает заставлять наш мозг селектировать правильную или неправильную информацию. И здесь нужно понять одно, что наш мозг, у него нету функции сказать: о, это хорошо для моего владельца, а это нехорошо. Мозг бесстрастен, ему не важно, он просто слышит то, что вы говорите. И через вот эту историю мы можем вообразить, как мы в нашем собственном мозгу, в его ретикулярно активирующей системе создали новый фильтр. И фильтр называется «Я боюсь заболеть раком». То есть эта тема, она стала для нас эмоционально насыщенной, для мозга она явно помечена «важно», и, соответственно, все, что вокруг из этих 11 бит, миллионов информации в секунду, наш мозг начинает пропускать туда все, что имеет отношение к теме «заболеть раком». Нас интересует тема, как же конкретно работает наш мозг, что он воспринимает, и каким образом нам нужно с ним общаться, для того, чтобы он непосредственно приступал к реализации наших целей и мечт во благо нам же самим. Я вам рекомендую посмотреть другое мое видео, оно как раз таки посвящено теме работы нашего мозга. То есть на этом примере мы видим, как происходит процесс прокручивания. Мы возвращаемся к одной и той же мысли, и мы возвращаемся эмоционально. Иногда мы даже не отдаем себе отчет, почему. Но все, что заложено эмоционально, а у нас заложены там сильные эмоции, страх, тревога, они буквально, можно сказать, если мы подумаем в каких-то математических цифрах, то это возведение в степень. То есть вот у нас есть какая-то мысль, вот, например, мы хотим дом, но мы нейтральны, у нас не болит, мы не боимся, мы прям ни в каком благоговении не летаем от счастья. Поэтому это желание и остается вот таким вот нейтральным, и зачастую оно и не имеет шанса реализоваться. Но когда же мы начинаем эту мысль заполнять эмоционально, а в этом примере мы заполнили ее очень сильными эмоциями, у нас там и страх, у нас там и тревога, и, соответственно, эта эмоция, она начинает жить. Мы к ней возвращаемся, мы ее прокручиваем, и это и называется нейронная пластичность. А когда у нас начинает дополнительно аккумулироваться больше и новой информации, у нас буквально создаются новые нейронные связи, они начинают соединяться в целый комплекс. И тем самым мы, сами того не желая, начинаем запускать неправильные, не полезные для себя сценарии в нашей жизни. И в этом контексте я хочу еще раз повторить, что наш мозг, он абсолютно нейтрален. Ему не важно, несет ли это для нас пользу или это разрушает нас. Он просто слушает ваши инструкции. Поэтому здесь нужно очень быть внимательным, что мы думаем,
что мы подкрепляем нашими мыслями и что мы подзаряжаем нашими эмоциями. Я вас прямо сейчас призываю, сделайте небольшую паузу и задумайтесь, какие эмоции часто у вас доминируют, чем вы озабочены, что вы хотите. Может быть, у вас какой-то стресс на работе, который вас постоянно тревожит. Что происходит на каждодневной основе, к каким мыслям вы возвращаетесь, в каком эмоциональном фоне вы варитесь. И пишите прямо сейчас в комментариях. Я думаю, что это обогатит такой-то общий уровень осознанности и понимания, потому что все мы на выходе очень похожи. И с автором самого глубокого комментария я буду очень рада иметь честь поработать лично. В этом смысле можем сравнить мозг как магнит. И именно сила этого магнита определяется теми эмоциями. Поэтому здесь очень важно стать осознанными и отдавать себе отчет, о чем же мы думаем, чем мы наполняем наши мысли. И зачастую они негативные, потому что нам легче скатиться в эмоции негатива и тревоги, чем быть вот этих эмоциях счастья, радости, осознанности. Здесь бесконечное количество историй. Страх измены, страх бедности, страх неудачи. Например, вы переживаете, что ваш партнер вам изменяет. Вы постоянно и постоянно возвращаетесь к этим мыслям. Они эмоционально заряжены. Вы боитесь, страдаете, переживаете. И вы начинаете где-то контролировать, где-то дополнительно переспрашивать. И тем самым вы начинаете сами создавать ту реальность, в котором измена вероятна. То же самое, страх, например, бедности. Страх, что вы никогда не разбогатеете и не выйдете на какой-то новый уровень. Когда вы постоянно концентрируетесь, как вы вернете этот долг, как вы выплатите это, как вам погасить это. Вы в этих эмоциях, то есть самое главное, что вы подпитываете. Это как определенное растение. То есть вы начинаете подпитывать, вы начинаете давать воду, и ваш страх, он начинает расти и развиваться. Или, например, у меня не получится, у вас есть проект, дело, вы хотите что-то реализовать, вы хотите запустить свой собственный бизнес, но вас что-то блокирует. И многие люди, которые приходят в работу, они даже не осознают вот этот вот голос, который говорит: у тебя не получится, не рыпайся, ты неудачник. Откуда это? Это, опять-таки, программа нашего детства. Кого эта тема интересует, как перепрошить этот сценарий, который нам навязали, и стать именно тем человеком, который верит в себя, который всегда идет и достигает. Как создать вот эту просто нерушимую веру в себя и железобетонную самооценку, смотрите мое видео. В свое время Будда сказал, что мы есть то, о чем мы думаем. И сегодня в психологии это факт, который называется самореализующееся пророчество. Когда мы посредством нашего отношения, наших ожиданий, оно иногда даже может быть неосознанно, начинаем формировать нашу реальность, а даже реальность иногда наших близких. Если вас интересует эта тема, посмотреть глубже в систему взаимоотношений между нами, близкими, как мы на кого влияем, и в чем лежит, собственно, секрет здоровых, красивых, гармоничных отношений, собственно, сквозь призму самореализующегося пророчества, смотрите мое видео на тему отношений. Я вам очень рекомендую посмотреть это видео. И чтобы вам подсветить вот эту систему мыслей и эмоций, мне пришел в голову следующий образ, что наши мысли — это роли. То есть мы сидим в своем автомобиле, и у нас есть, собственно, наш руль, которым мы навигируем, что мы хотим к своей мечте, к своему новому дому, мы не хотим заболеть какими-то заболеваниями. То есть руль — это наши мысли. Но наша машина не сдвинется с места без топлива. И, собственно, эмоции и являются этим самым топливом. Поэтому, если вы сейчас задумаетесь, почему какие-то мечты, цели, желания не исполняются, потому что там просто нету топлива, там нету эмоций. То есть, если вы этого не получите, ну ничего и не произойдет. У вас не будет ни боли, у вас нету эмоциональной стыковки. Поэтому уже сейчас я вам хочу дать одну технику, чтобы начать подпитывать ваши мечты. Кстати, у меня по этому поводу тоже есть другое видео, оно именно о том, как сделать из мечты конкретную цель и реализовать ее в своей жизни. Ну а сейчас возьмите себе одну единственную цель, которая для вас в данный момент является таким самым важным.
Возьмите листок бумаги и начните писать, что вам даст, если эта мечта, если эта цель реализуется. Начните писать, как вы себя будете чувствовать, кто от этого получит пользу, то есть как вы от этого отпрофитируете. То есть пишите, что улучшится, как вы начнете себя чувствовать по-другому. Пропишите как минимум 20-30 пунктов. А потом напишите точно так же 10, 20, 30 пунктов, что будет, если это не осуществится. То есть здесь задача для того, чтобы мы с вами задействовали одновременно две системы нашего мозга. Одна, которая отвечает за дофамин, за радость, за мотивацию. То есть мы буквально вливаем топливо в эту мечту. Мы ее наполняем содержанием, эмоциями, нашими новыми состояниями, как нам будет хорошо, когда это осуществится. И мы одновременно начинаем активировать также амигдалу. Это система нашего мозга, которая отвечает за боль утраты, если мы этого не получим. То есть таким образом наша цель, мечта, она начинает эмоционально заряжаться. То есть тем самым мы начинаем заливать то самое горючее в нашу мечту, в нашу идею. Потому что если мы не получим тот желанный дом, машину, неважно, какие у вас мечты и цели, значит, нам будет больно, значит, нам будет нехорошо, значит, мы останемся там, где мы есть. А если получим, там будет это, и через вот это вот прописание у нас формируется прям целая система новых нейронных связей. Потому что мы думаем, а как мы будем взаимодействовать тогда с родственниками, а как поменяются наши взаимоотношения, например, с друзьями. И чем больше вот этот вот радиус, чем больше вот этот вот позитивный эффект от того, что эта мечта станет реальностью, тем больше вероятность, что она действительно осуществится в нашей жизни. Потому что это уже не сейчас просто, было бы неплохо. Это уже что-то, что эмоционально подпитано. И наша задача учиться подпитывать это эмоционально каждый день. Помните, это как маленькое растение. Только что через вот эти пункты, которые вы прописали, вы посадили ваше маленькое растение. И сейчас то, что вам нужно правильно подпитывать, давать воду, питать это растение для того, чтобы оно действительно выросло и реализовалось в вашей жизни. В этом контексте я хочу вам привести таблицу эмоций, и вы можете понять, то есть когда вы вибрируете, когда вы излучаете, наполняете какую-то вашу мысль негативными эмоциями, такие как, например, страх, стыд, вина и так далее, вы начинаете буквально притягивать это все в свою жизнь, потому что достаточно сильные эмоции. То же самое, когда вы начинаете думать, о чем вы хотите, о вашей мечте, о ваших каких-то целях, чего бы вам непременно хотелось достичь, и вы начинаете это наполнять эмоциями счастья, радости, воодушевления, какого-то благоговения, гармонии. То есть ваши мечты, они начинают жить. Наш мозг начинает формировать новый фильтр, и через этот новый фильтр у вас буквально каким-то, как будто бы волшебным образом начинают складываться события в вашей жизни. Вдруг какие-то люди, какие-то информации, какие-то встречи, знакомства, события, предложения. Вдруг все начинает формироваться в какой-то единый пазл, который шаг за шагом ведет вас к осуществлению вашей мечты. Вы наверняка этот эффект наблюдали в этой жизни, когда вы хотели себе просто что-то приобрести. Мы не говорим про масштаб мечты, а просто какая-то покупка. Например, выбирали машину, вот вы решили, например, не знаю, BMW вам нравится. И вот внезапно ваш фокус, он настолько сужается, вы видите только ту машину, которую вы хотите. Она вам встречается везде. Вы думали, вы хотели такой эксклюзив, а он просто везде и повсюду. То есть таким образом и работает наша ретикулярная активирующая система. И когда вы начинаете резонировать на этой волне позитивных эмоций, а мне потом будет хорошо, а мне будет классно, а мне будет вот так вот, вы начинаете буквально возводить в квадрат скорость реализации вашей мечты. Итак, наша задача просто подкреплять правильные эмоции, заряжать
нашу мысль, цель, идею вот этим правильным эмоциональным состоянием. И здесь бесконечное количество техник. Вы можете выбрать именно то, что вам помогает вот поднять ваше настроение, поднять ваши вибрации. Это может быть просто прогулка, это может быть медитация, это может быть погладить вашего кота любимого. То есть неважно, то есть то, что начинает вас наполнять позитивными эмоциями. Я один раз в неделю ухожу в горы, и это дает мне просто невероятный, вы знаете, какой-то перезаряд, когда ты начинаешь понимать, куда, что, как, зачем. То есть вижу цель, не вижу препятствий. И вот сквозь призму вот этого вот моего хобби, моей любви, я создала свой авторский проект, он называется Mountain Mind Reset. Это для тех людей, у кого есть доступ к швейцарским Альпам, так как я живу в Швейцарии. Если вы хотите быстро вывести себя буквально на новый уровень, осознать, что вы хотите, куда вы хотите, зачем вы идете, как реализовать это, буквально в один день это однодневная индивидуальная сессия в горы тет-а-тет со мной. Я напомню, что я являюсь психологом, философом, трансформационным ментором и коучем. То есть это такая легкая сессия беседы, где мы глубинно прорабатываем все ваши потребности, запросы и буквально выходим на новый уровень осознания. Если вам интересна информация на моем сайте или пишите мне лично. Итак, каким же образом нам начать научиться подпитывать вот эту вот мышцу правильного энергетического намерения? То есть мы с вами привыкли, мы живем вот как бы вот куда наши эмоции нас заведут, там и мы. То есть мы не осознаем, что, собственно, мы творцы, что мы можем это изменить. Поэтому я вам предлагаю сделать, вы найдете свои пути. То есть такая называется техника якорения, когда вам нужно научиться в течение дня вспоминать про вашу цель, про вашу мечту, про ваше желание. И вам это нужно связать, опять-таки, с каким-то якорем. Это может быть, например, поставьте какую-то говорящую заставку на ваш телефон. И каждый раз, например, когда вы заглядываете в ваш телефон, вы будете видеть напоминание своего рода. И через это напоминание я вам рекомендую буквально на 30 секунд, на 1 минуту погрузиться в правильные эмоции. И в эти минуты вообразите себе, что вы являетесь художником, что ваша реальность – это холст, а ваши эмоции и ваше намерение являются кистями и красками. Погрузитесь в эту минуту, в ту реальность, где вам хорошо, где ваша мечта исполнилась. И начинайте чувствовать вот эти вот эмоции радости, счастья, гармонии. Начинайте себе осознавать, что вы сейчас там и как вы себя чувствуете. Потому что мозг не понимает просто мысли, он понимает ощущения. Поэтому вам очень важно, чтобы ваши цели были пронизаны этим ощущением, чтобы вы буквально вибрировали этим правильным ощущением. Я вам напоминаю, пишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, что вам откликнулось, какие эмоции у вас сейчас доминируют, что бы вам хотелось изменить, куда вы бы хотели сдвигаться, неважно, все, что вам отрезонировало. И лучший комментарий получит индивидуальную сессию со мной лично. Я жду с нетерпением возможности с вами познакомиться. Подписывайтесь на канал для того, чтобы вы не пропустили мой ответ на ваше сообщение и, соответственно, воспользовались этим подарком с моей стороны. Ставьте лайки, если вам понравилось, потому что для меня ваша обратная связь, она очень важна. Но если вам хотелось идти более быстрыми темпами, действительно двигаться к своим целям, достигать, становиться творцом вашей реальности, создавать, наконец-таки, жизнь по вашему сценарию, добро пожаловать в индивидуальную работу. Я буду очень рада провести вас лично. И, дорогие друзья, я вам желаю огромной удачи, и пусть все ваши мечты воплощаются в жизнь легко, играючи и на раз-два.